Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами о том, как можно избавиться от страха у стоматолога. Несколько приемов, которые я применяю с моими пациентами, и им это очень помогает. Люди ко мне ходят годами, я уже работаю очень много лет в стоматологии, и уже выработала даже такие приемы, которыми охотно с вами поделюсь. Значит, первое, что я советую моим пациентам, когда они идут к стоматологу, допустим, приехали на машине или на автобусе, и вы идете по коридору или идете по улице, начните дышать. Дышать я уже показывала однажды в видео про кашель. Один такой прием, который очень сильно расслабляет человека, это вдыхать через нос, а выдыхать через такую трубочку в кулачке. То есть делаете трубочку и ртом выдыхаете. То есть вдыхаете носом, выдыхаете в трубочку. Еще раз вдыхаете носом, выдыхаете через трубочку. И так вы можете делать много раз. Единственное, что будьте осторожны, потому что если вы не дышите животом, а дышите грудью, у вас будет кружиться голова. Поэтому нужно очень медленно, очень осторожно. Такое дыхание расслабляет нервную систему и помогает очень сильно расслабиться. Иногда люди даже вплоть до того, что начинают засыпать, когда они уже, допустим, сидят в кресле. Я говорю, дышите так перед процедурой. Вот. И здесь нужно помнить, что вдыхать нужно в 2 раза. Сейчас подумала. Выдыхать нужно в 2 раза длиннее, чем вдыхать. То есть, если вы вдыхаете на 2, то выдыхаете на 4, вдыхаете на 3, выдыхаете через рот на 6 и так далее. Это первый прием. Второй прием – это, вернее, не прием, а вы можете попросить темные очки. Если у вашего стоматолога, допустим, нет темных очков, можно принести свои, но темные очки, они очень сильно помогают расслабиться. И я стала практиковать это с моими пациентами. Человек одевает очки, и сразу моментально идет расслабление, потому что, это напоминает ночь, да, то есть наш организм, мозг начинает думать, что пришло время спать, и начинает расслабляться. Вот. Значит, еще одна вещь, вы можете принести наушники и слушать музыку, или слушать мантры, или аудиокнигу, это тоже очень сильно помогает. Иногда в некоторых офисах предлагают наушники, но иногда мои пациенты сами приносят и слушают то, что им хочется. Мантры, знаете, это такое как повторяющееся пение или речитатив какой-то, который тоже успокаивает нервную систему. Одна женщина, одна пациентка у меня читает книгу. Она приносит книгу бумажную, держит ее вот так перед собой. То есть я ее кладу назад, она книгу поднимает. И вот пока мы работаем, она читает. Это помогает ей. Может быть, кому-то из вас этот прием тоже поможет. Я часто разговариваю с моими пациентами. То есть я им рассказываю, допустим, какую-то историю или что-то из моей жизни, или что-то еще интересное. И таким образом, так сказать, заговариваем мозг. И пока они меня слушают, я работаю. Потом в конце они говорят: о, уже все так быстро. Некоторые знают и просят, говорят: можешь, пожалуйста, с нами говорить. Также очень помогает знание. Когда вы знаете, что вам будут делать, это убирает страх. То есть нет ничего хуже незнания. Вы можете попросить своего стоматолога или кто работает у вас, гигиенист, сказать, что можешь ты, пожалуйста, мне рассказывать, что ты будешь делать. Вот что идет сейчас, что идет потом. Некоторые пациенты, им прямо надо. Я так и говорю: вот я сейчас тебя положу назад в кресле, я сейчас буду делать то, я сейчас буду делать следующее, я сейчас буду использовать ультразвук. И человек уже, он знает, он уже настраивается внутренне на то, что следующее будет. Вот. И что еще хочу сказать? И вот такой замечательный прием, который я изучила на курсах по гипнозу. Вы вдыхаете через рот, вдыхаете через нос, выдыхаете через рот. Вдыхаете, например, свой любимый цвет. И представляете, что это любовь, хорошая энергия, расслабление. А выдыхать будете страх.
страх, какой-то негатив, какие-то неприятные ощущения. И вот таким образом даже никто не будет знать, что вы это делаете. То есть вас положили в кресло, вы открыли рот и начинаете дышать. Вдох, а рот у вас уже открыт, через выдох у вас выходит страх. И вот так делаете прямо всю процедуру. Тоже очень помогает, и многие мои пациенты прям благодарны за эту технику. Вот и все. Надеюсь, что вам было это видео полезно. Я благодарна вам за просмотр. Задавайте вопросы под видео, буду рада ответить. Если есть какие-то комментарии хорошие, тоже буду благодарна. Плохие комментарии тоже меня учат чему-то, поэтому оставляйте ваше мнение. Благодарю, желаю вам здоровья, до следующих встреч. Дышите.